Глава 85. Вполне очевидно, что именно было не так. Ведь самый первый заболевший поветрием Ликов человек, который пробежал по улице Шэнью, как раз являлся крепко сложенным, сильным мужчиной. Версия неизбежно теряла всяческие основания. Чем же все-таки отличаются заболевшие солдаты от здоровых? Селянь обдумывал множество вариантов, проверял множество возможностей. Если учитывать все аспекты, между больными и здоровыми не существовало каких-либо заметных различий. Среди тех, кто подхватил поветрие, встречались люди самых разных обличий, телосложений, даже статусов и характеров, никак не получалось выделить определенную закономерность. Может быть, заразишься ты или нет, в действительности исключительно вопрос везения. Селянь, обращаясь сам к себе, произнес, что же такое сделали солдаты, что окончательно остановило распространение поветрия ликов среди них. Или же, скажем иначе, какое действие простой люд выполняет редко, а воины часто. На этом слове принц внезапно широко округлил глаза, его лицо мгновенно побелело. Услышав, как резко оборвалась его речь, Фэн Синь спросил, что с тобой, ваше высочество? Тебя посетила какая-то мысль, Селени действительно посетила кое-какая мысль. Вполне разумная, но в то же время страшная догадка. А немедленно поднялся на ноги, повторяя «нет». «Нет, нет, должно быть, дело не в этом. Этого не может быть». Фэн Синь и Му Цин тоже в момент подскочили. Чего именно? Селень закрыл лоб рукой и прошелся из стороны в сторону, затем поднял руки, обращаясь к юношам. «Подождите меня здесь, у меня есть одно нелепое предположение. Скорее всего, ошибочное, но я должен проверить». Му Цин, да что за предположение, в конце концов? Как ты собрался его проверять? Может, мы приведем тебе кого-нибудь, на нем проверишь? Селень немедля возразил: нет, нельзя проверять на живом человеке. Что если я не прав, что тогда лучше будет сказать наоборот? Принц надеялся, что он не прав, и лучше всего, если он совершенно, в корне ошибается. Му Цин нахмурился. Ваше высочество, если хочешь узнать, верна ли твоя догадка, ты должен проверить ее на живом человеке. Это наилучший способ, нет никакого смысла сейчас так переживать. Фэн Синь тоже нахмурился, но обратился к Му Цину. Ты не видишь, что его что-то тревожит? В такой момент не говорил бы ему подобных слов. Му Цин развернулся. Интересно, а что я такого сказал? Разве мои слова неправда? В подобной ситуации какой прок в колебаниях и раздумьях? Фэн Синь с неприязнью в голосе возразил. Ты здесь все будешь мерить, исходя из того, есть от этого прок или нет. Это живые люди, не хочешь поразмыслить хоть немного? Тебе не кажется, что ты ведешь себя слишком хладнокровно? Может, ты хотел назвать меня хладнокровным? Селянь уже давно потерял прежнее терпение, с которым ранее мягко улаживал конфликты между этими двоими, поэтому оборвал. Вы двое, из-за одной фразы начинаете ссориться. Как это называется? Стойте здесь полчаса, в течение этого времени никому не сходить с места. Правила прежние. Едва услышав фразу «правила прежние», Фэн Синь и Му Цин слегка переменились в лице. Селянь махнул рукой, небеса даруют благословение. Начали. Спустя какое-то время Фэн Синь сквозь сжатые зубы прошипел: «Счастливая звезда с высоты сияет». Му Цин тоже сквозь зубы продолжил, согласно написанному, точно воспроизводить текст. Фэн Синю оказалось трудно продолжить текст, пока он с трудом раздумывал, как продолжить игру. Селянь развернулся и исчез в безмрачном лесу, чтобы отыскать троих заболевших солдат и кое о чем расспросить. Упомянутые прежние правила представляли собой способ, выдуманный Селянем, чтобы отвлечь их внимание. Фэн Синь и Му Цин то и дело бросались друг в друга колкостями, поднимая небольшие, но и не очень приятные ссоры. Вначале Селянь заставлял их полчаса стоять молча, не разрешал разговаривать друг с другом, до тех пор, пока оба не успокоятся. Но толку от такого наказания было мало, поэтому впоследствии принц решил заменить молчание игрой в цепочку слов, где предметом игры выступали крылатые выражения, а также существовал момент соревновательности. Таким образом, юноши ломали голову над тем,
какое выражение подставить следующим, чтобы победить, а на ссоры в мыслях не оставалось места. Обнаружив такой замечательный способ, Селянь ощутил, что мир вокруг него сделался намного спокойнее, чем остался весьма доволен. И теперь, когда он снова заставил их сыграть по прежним правилам, это тоже помогло хоть немного разрядить обстановку. Однако воцарившееся спокойствие долго не продлилось, спустя полчаса Селянь вернулся, при этом выглядел крайне удрученно. Он повелел: «Приведите мне всех воинов, которые служили в одном отряде с заболевшими, питались и спали под одной крышей. Мне нужно кое-что у них спросить». Юноши уже по нескольку раз застревали в процессе игры, выигрывал то один, то другой, и когда, наконец, необходимость продолжать игру отпала, оба вздохнули с облегчением. Му Цин ответил: «Можно. Но если собирать доказательства только таким способом, нельзя гарантировать, что результат будет абсолютно верным». Фэн Синь немедля развернулся и отправился исполнять приказ, но Селянь позвал его: «Постой. Уже глубокая ночь. Если пойти сейчас, наделаем слишком много шума, а нам лучше не привлекать внимания, не собирать всех разом. Мой вопрос не должен просочиться ни полусловом, иначе мы не сможем держать всех в неведении». Фэн Синь обернулся: «И что тогда делать? Тайно приводить их по одному, чтобы ты мог опросить каждого лично, только это и остается. Завтра приведете ко мне по одному каждого, кто близко общался с заболевшими солдатами. Нельзя допустить, чтобы они узнали о допросах соратников. И не забудьте приказать им, чтобы ни в коем случае не распространялись об этом, иначе». Он сделал вдох, затем тяжело выдохнул и добавил: «Ладно. Лучше сразу пригрозить им, чем жестче, тем лучше. Можете сказать, что если не сохранят тайну, будут казнены без суда». Му Цин спросил: «Если приводить всех по одному, до каких пор придется их опрашивать, неважно, до каких пор, а опросить всех необходимо? Чем больше опросим, тем тверже убедимся. В этом деле я непременно должен знать наверняка, ни в коем случае нельзя допустить ошибки». Так, на следующий день Селянь, сидя в специально отведенной для этого комнате в башне на городской стене, лично опросил больше 300 солдат. На заданный вопрос все допрошенные дали один ответ. И с каждым таким ответом Селянь становился мрачнее. Когда все солдаты ушли, Фэн Синь и Му Цин явились в комнату, увидев Селяня сидящим за столом. Подперев лоб ладонью, принц молчал. Лишь спустя долгое время он обратился к ним, медленно проговаривая слова: «Оставайтесь охранять ворота. Я должен наведаться на гору Тайцан». Фэн Синь осторожно спросил: «Ваше Высочество, ты что-нибудь выспросил? Так что же все-таки, это проклятие или...» Селянь кивнул: «Выспросил. Это проклятие». Му Цин сделался серьезным: «Ты твердо убежден, вне всяких сомнений. Я также узнал, какой человек может подвергнуться ему, а какой не может». Но, несмотря на его слова, выражение лица принца нисколько не окрасилось радостью от разгаданной загадки. Фэн Синь и Му Цин сразу поняли, что здесь все не так просто. Но раз Селянь больше ничего им не говорил, они, будучи подчиненными, разумеется, не могли выспрашивать слишком многое, лишь сердца обоих наполнились тяжестью. Гора Тайцан, монастырь Хуанцзи, самый высокий пик, храм Шэнью. В воздухе покачивались клубы ароматного дыма. Советник воскуривал благовония и подносил на алтарь. Когда Селянь вошел в главный зал и с порога обратился к нему: «Советник, мне нужно увидеться с владыкой». Закончив подношение, советник обернулся: «Ваше Высочество, врата небесных чертогов уже не откроются по твоему велению». Селянь ответил: «Я знаю. Но сейчас мне стало известно, что на государство Синьла нахлынула волна коварного проклятия, и это не природное явление, к нему приложило руку нечеловеческое существо. Прошу вас оказать мне помощь и пригласить владыку снизойти в ваше тело в качестве проводника, чтобы я мог передать эту весть ему напрямую. Возможно, он узнает, что явилось источником всего произошедшего, и, возможно, найдет способ это изменить». С тех пор, как принц вернулся в мир смертных, он приходил в храм Шэнью с докладом трижды.
Однако в первые 2 раза и не надеялся на получение поддержки, просто исполнял формальности согласно общепринятым правилам. Только в этот раз он действительно хотел попросить о помощи. Советник, сидя на своем стуле, ответил: «Дело не в том, что я не хочу помочь тебе, ваше высочество, а в том, что нет такой необходимости. Пускай даже я помогу тебе, и владыка спустится сюда, займет мое тело и поговорит с тобой, полученный ответ лишь повергнет тебя в разочарование, и все». Селянь слегка переменился в лице. «Вам что-то известно, так? Вам известно, что за тварь является собой то существо в белых одеяниях и наполовину смеющейся, наполовину плачущей маске, ваше высочество, вы помните, что я вам когда-то говорил? Судьбы всех существ под небом, хорошие и плохие, предопределены заранее». Селянь удивленно замер, потеряв дар речи. Советник продолжил: «Изначально смерть множества жителей Юнани уже была предопределена. Однако ты перенес воду из других регионов и не спаслал им дожди, давая силы еще на один вздох, но все же окончательно спасти людей от засухи не вышло, как не вышло и дать им другое будущее в другом месте. Поэтому сейчас они, в армии Юнань на горбатом склоне, сами борются за свое будущее. Изначально правление Синьлэ уже медленно приходило к упадку, но ты лично спустился в мир смертных и собственными силами кардинально изменил ситуацию, подарив столице сил на еще один вздох. При этом ты не пошел на решительное уничтожение армии Юнань во имя мятежного народа, не выдрал сорняк с корнем, напротив, позволил им существовать до сего дня, чтобы они, будто выводок тараканов, становились сильнее с каждой битвой. Советник полюбопытствовал: «Ваше высочество, могу ли я спросить, чего вы добиваетесь? Неужели вы ждете, что обе стороны осознают свои ошибки, решат измениться и зажить по-новому, в мире и согласии, снова став единым государством?» Селянь неожиданно для себя самого устыдился в душе. Однако вскоре это чувство вновь обернулось растерянностью. Принц подумал: как странно. Все, что я делал, пытался ли спасти или защитить людей, я делал только потому, что эти люди ни в чем не повинны и не заслуживают смерти, чтобы не совершали. Совершенно ясно, что каждый мой поступок — это выбор, который я делал путем тяжких размышлений и внутренней борьбы, но почему в устах других все это звучит так смехотворно? Почему звучит так, будто в любом деле меня ждал провал, настолько я неудачлив? Но стоило в его голове появиться этому слову, как принц тут же вычеркнул его густым мазком туши. Советник продолжал: «Будучи божеством с небес, ты вмешиваешься в дела мира смертных. То, что было предначертано государству Синьлэ, ты перевернул с ног на голову, привел в полнейшую сумятицу. Чтобы восстановить равновесие, природа может породить иное создание, которое вернет все происходящее в колею, с которой ты свернул. Я не знаю, что это за создание, но могу быть уверенным, что оно появилось из-за тебя». Селянь покачнулся на месте. Советник продолжил: «Также я могу утверждать, что император Шэнью, встретившись с тобой, наверняка скажет тебе то же самое. Поскольку именно по этой причине он тогда не разрешил тебе спуститься. Но мне кажется, даже если бы он поговорил с тобой в тот раз, ты бы все равно спустился. Таковы все молодые люди, никого не слушают, и пока сами не споткнутся, не верят, что еще не научились ходить». Селянь, не в силах поверить в услышанное, произнес: «Вы хотите сказать, что причина возникновения поветрия ликов — это я сам? Выходит, согласно так называемому предопределению, то, что творит, это не то плачущая, не то смеющаяся тварь, я все это заслужил. Поэтому чертоги верхних небес даже не станут вмешиваться, ты можешь выразиться так, а можешь как-то иначе. Все-таки, если размышлять подобным образом, можно обвинить и твоих царственных родителей. Ведь если бы они не родили тебя, ты бы не вознесся, а затем не спустился бы в мир смертных. По той же аналогии можно обвинить все поколения ваших предков Синьлэ. Поэтому рассуждать о том, кто же стал причиной, бессмысленно. Что до твоего последнего вопроса, да, не станут. Поскольку гибель государства Синьлэ изначально неминуема. И если ты нарушил ход игры и разбросал все фигуры по доске, в таком случае непременно появится еще одна рука, которая вернет разбросанные тобой фишки на место.
Селянь глубоко вдохнул, не желая спорить с советником о том, неминуема ли гибель государства Синьлэ. Закрыв глаза на пару мгновений, принц спросил: «Тогда, прошу, ответьте, советник, если я прямо сейчас исчезну, исчезнет ли это создание вместе со мной? Боюсь, что нет. Легко пригласить божество, но трудно проводить. Различная нечисть с этой стороны ничем не отличается». Селянь кивнул и сухо ответил: «Хорошо. Благодарю за наставление, советник». Принц понимал, что дальнейшие разговоры ни к чему не приведут, и полагаться ему придется только на себя. Поклонившись советнику, он произнес: «Разрешите откланяться», и направился к выходу. Советник за его спиной окликнул: «Ваше Высочество, какую тропу ты изберешь для дальнейшего пути?» Селянь, опустив голову, ответил: «Если мое исчезновение сейчас ничем не поможет, в таком случае я буду сражаться с ним до конца. Это единственный путь». Помолчав, он вновь вскинул голову и произнес, чеканя слова: «Мне все равно, что это еще одна рука или какое-то иное создание. Но люди, которых я защищаю, ни за что не станут его пешками». Через 2 недели Лан Ин снова повел войско Юнань в атаку. Пройдя сквозь бесчисленные поражения в больших и мелких сражениях, которые длились несколько месяцев, теперешние солдаты Юнань наконец могли называться настоящим войском. Они больше не были простыми разбойниками, что нападают из кустов. Они стали настоящей армией, и к тому же обладающей немалыми силами, и в этот раз Селянь снова встретился на поле боя с Лан Ином, который, как им казалось, просто сквозь землю провалился. Принц долго ждал этой встречи, он пролетел к мятежнику прямо через толпу солдат, поднял меч и бросился в атаку с криком: «Где тот человек в белом одеянии?» Лан Ин отбил его удар, ничего не ответив, только решительно атаковал в ответ. Селянь шаг за шагом заставлял его отступать, говоря: «Ты знаешь, о ком я говорю. Мое терпение имеет границы». Неожиданно Лан Ин посмотрел на него в упор: «Ваше Высочество, наследный принц, ты разве не обещал, что над землями Юнани прольются дожди?» Вопрос стал для Селяня полной неожиданностью, его сердце пропустило удар, он открыл рот и запнулся. Он действительно обещал Лан Ину, что в Юнани будут идти дожди. Однако в последние дни заразившихся поветрием ликов в столице стало в несколько раз больше, и теперь их число приближалось к 500. Все эти люди теснились в безмрачном лесу, и вскоре одной изолированной территории явно будет недостаточно. Чиновники начали обсуждать возможность ее перенесения в более обширное и отдаленное место. Большая часть магических сил Селяня уходила на то, чтобы помочь людям приостановить распространение недуга, поэтому он не мог отправиться в Юнань проливать дожди. Ну а раз шляпа повелителя дождя больше ему не пригождалась, принцу стало неловко удерживать у себя такой важный артефакт, с помощью которого другой небожитель и поддерживал свою власть. Иных вариантов совершенно не оставалось, пришлось отправить Фэн Синя с визитом в государство Юйши, чтобы с благодарностями вернуть шляпу повелителя дождя хозяйке. Селянь, делая выпад, гневно воскликнул: «Да, те дожди были ниспосланы мной, но разве тебе самому в душе не ясно, почему они прекратились?» Чем сильнее гневался принц, тем спокойнее становился Лан Ин. «Это меня не касается. Я знаю лишь, что даже если бы не появилось этого поветрия ликов, твоих магических сил не хватило бы надолго. Точно так же, даже с твоими дождями, люди в Юнани не протянули бы слишком долго. Все это — напрасный труд. Ваше Высочество, с чего ты решил, что тебе под силу любое дело, за которое ты возьмешься? Чем доверить тебе свою жизнь, лучше я изберу доверить ее самому себе». Неизвестно, какая именно фраза уколола Селяня так сильно, что в нем поднялась жажда убийства. Лезвие его меча едва заметно провернулось, левая ладонь сжалась, в душе раздался крик: «Убей этого человека! Всего лишь жалкий мятежник из Юнани, нечего его бояться». С самой первой их встречи принц впервые по-настоящему с твердой решимостью вознамерился убить Лан Ина. Однако, к вящему удивлению, стоило принцу нанести удар, направленный прямо в грудь противника, как Лан Ин изверг изо рта поток крови, но сердце его осталось невредимым, клинок отчего-то дрогнул и прошел мимо. Когда Селянь ощутил эту мимолетную вибрацию, он отшатнулся на несколько шагов, не в силах поверить,
Ты, как никому другому, селяню было известно, что именно заставило дрогнуть клинок. Среди простых смертных существовали люди с незаурядными способностями, к примеру, правители, поразительные таланты или благородные воины, и стоило таким людям столкнуться с опасностью, в самый критический момент все их существо само по себе рождало особую защитную ауру, которая оберегала их, никому не позволяя нанести им серьезный вред. В основном такие люди обладали потенциалом к вознесению. Илан Ин, какой-то простолюдин из захолустья, оказался обладателем такого же защитного ореола духовной силы, и вдобавок крайне редкого типа, то была аура правителя, селянь, не смея задумываться, что же это означает, внезапно ощутил холод в груди. Это клинок Лан Ина нанес удар и проткнул его насквозь. В той битве не удалось определить, какая из сторон победила, а какая проиграла. Нападавшая сторона Юнань, как и ранее, понесла немалые потери, но и на стороне столицы Синьлэ ситуация сложилась не лучше. Для кого-то подобный исход можно назвать хоть первой, но победой, но для селяня это, несомненно, стало самым настоящим поражением. Это стало его первой неудачей. Кроме того, пускай Лан Ин так и не одолел селяня и в итоге покинул поле боя с тяжелыми ранами, все же очень многие лицезрели картину, когда мятежник проткнул принца мечом. Селянь примерно догадывался, сколькие солдаты и генералы его войска теперь втайне обсуждали его высочество, бог войны, как его могли пронзить мечом. Разве мы не армия небесного божества? Почему же в этот раз не одержали безоговорочной победы, как раньше? Но сейчас принцу было вовсе не до мелких пересудов, поскольку Муцин принес ему весть о том, что сегодня в безмрачный лес доставили еще больше сотни заболевших поветрием ликов. Всего-то один день, и сразу больше сотни. Сейчас самая первая партия людей, подхвативших поветрие, находилась уже на крайне тяжелой стадии недуга. По всему телу не осталось живого места, приходилось заматывать их толстыми бинтами, в противном случае один взгляд на них повергал в ужас. Но даже сквозь бинты смутно различались выпирающие наросты на теле. Селянь обежал кругом весь лагерь, пытаясь помочь больным, и когда с огромным трудом закончил обход, Фэн Синь тут же отвел его в сторону и тихо спросил: «Ваше Высочество, что произошло сегодня на поле боя? Как вышло, что этот невежда тебя проткнул? И после ты ведь несколько раз попал по нему, почему не убил?» Селянь не хотел говорить ему, что Лан Ина защищает ореол ауры правителя, который не под силу пробить даже небожителю, поэтому лишь горько и беспомощно усмехнулся. Разве принц не хотел его убить? Но теперь это поистине стало недостижимым. Магические силы, что содержались в его атаках, целиком разбивались об ауру правителя, не причиняя вреда Лан Ину. Заметив данную деталь, принц тут же сменил тактику, решив одолеть противника материальным оружием, даже вступил с ним в рукопашный бой. Но Лан Ин оказался мускулистым и толстокожим бойцом, способным снести даже самые сильные удары. Как вдруг, пока Фэн Синь и Селянь стояли в стороне, издалека послышался вопль: «Ваше Высочество, спасите меня!» Селянь как раз принял из рук Фэн Синя миску воды и только успел отпить, как выплюнул все обратно, едва заслышав крик. Принц бросился на вопль, даже не отдышавшись. Кричал юноша, что отдал ему свой зонт. И поскольку Селянь относился к тому с особенной теплотой, зов о помощи прозвучал особенно горестно. В самом начале лик вырос на колени юноши, и благодаря магическим силам селяня распространение болезни держалось под контролем, так что и теперь на теле юноши лики росли только на левой ноге. Сейчас юноша, как безумный, брыкался, что есть сил, дрыгая пораженной ногой. Селянь прижал его к земле, чтобы не отбрыкивался сильно, и попытался успокоить: «Не двигайся. Я здесь». Юноша в полнейшем ужасе схватился за принца и закричал: «Ваше Высочество! Ваше Высочество, спасите меня!» Мне показалось, что нога стала чесаться, как будто ее щекочут травинкой, потом я опустил взгляд, чтобы посмотреть, и увидел, что они открывают рты, они шевелятся. Они едят траву. Они живые. Селяня мгновенно пробрало морозом по коже. Он взглянул сам и в самом деле увидел, что на левой ноге юноши
полностью покрытой парой десятков наростов, сразу несколько ликов держат во рту травинки, а некоторые даже с жадностью пережевывают, другие заболевшие принялись кричать, поднялась паника, и только благодаря Фэн Синю, Му Цину и остальным воинам удалось с трудом подавить волнение, не допустив бунта. Селянь, одной рукой прижимая юношу к земле, спросил человека неподалеку, он еще может двигать этой ногой. Все те, кто ухаживал за больными в безмрачном лесу, носили полное обмундирование, плотно закутываясь в плащи и заматываясь бинтами, так что лица рассмотреть было невозможно. Трудящийся рядом человек, судя по голосу, юноша, ответил: «Не может, ваше высочество». Его нога уже пришла в негодность. Неизвестно, что там такое выросло внутри, но конечность потяжелела, будто свинцом налилась, он даже волочить ее не сможет. К тому же недуг все время наползает выше, скоро он перекинется с ноги до самой поясницы. Селянь уже применил все возможные спасательные меры, однако болезнь на теле юноши, можно считать, все-таки бесповоротно захватила ногу, и конечность утратила чувствительность, как у нормального человека. Тут к принцу подошел один из лекарей, который тихо произнес: «Ваше высочество, на мой взгляд, в данном случае единственный еще не опробованный способ — это отрезать конечность, на которой выросли лики, и посмотреть, можно ли таким образом остановить распространение». Селянь тоже подумал, что остался только такой способ, поэтому сказал: «В таком случае отрезайте». Юноша второпях взмолился: «Не надо». Его охватил страх, что ногу в самом деле отнимут, но все же юноша не решился обнимать свою изуродованную конечность, только с переполняющей болью в голосе закричал: «Моя нога еще не пришла в негодность. Может быть, я еще поправлюсь. Ваше высочество, разве у вас нет иного способа помочь мне?» Селянь уже не хотел отвечать ни «я сделаю все, что в моих силах», ни «я буду стараться», ни тому подобных фраз. Перед глазами принца замелькали тени, он ответил: «Прости. У меня его нет». Невероятно, но его высочество наследный принц произнес эти слова. Подобное случилось впервые, и все, кто стал свидетелем, ощутили крайнюю степень потрясения. Кто-то даже на месте не выдержал и принялся кричать: «Нет! Ты его высочество! Ты же божество! Как такое может случиться, что у тебя нет иного способа? Сколько дней мы уже тут ждем, что ты придумаешь способ? Что значит, у тебя его нет?» Тот, кто это выкрикнул, тут же был кем-то одернут и больше не шумел, однако приструнили крикуна вовсе не Фэн Синь и Му Цин. Му Цин, кажется, посчитал фразу селяня слишком откровенной, настолько, что теперь успокоить людей не выйдет, как ни пытайся, поэтому юноша хмуро стоял в молчании. Фэн Синь же чуть поодаль криками осаживал нескольких выпрыгивающих, особенно высоко заболевших. Селянь, чрезмерно загруженный каждодневными происшествиями, теперь никогда не убирал меч в ножны, обнаженный клинок так и висел у принца на поясе. Но стоило лезвию чуть приблизиться к пораженной ноге юноши, и один из ликов, как видно, почуяв холодную угрожающую ци меча, внезапно прекратил жевать, разинул рот и пронзительно заверещал. Эта штука еще и зашлась пронзительным криком. Звук вышел слабым и тонким, но, вне всяких сомнений, исходил от ноги. Юноша закричал гораздо громче и едва не потерял сознание от страха. Крепче схватившись за селяня, он принялся повторять: «Ваше высочество, спасите меня! Спасите меня!» В тот же миг на его бедре, ближе всего к поясу, едва заметно стали проявляться 3 небольших углубления. Лекарь испуганно вскрикнул: «Ваше высочество! Недуг распространяется, распространяется. Поветрие сейчас переберется с ноги на все тело». Сколько бы магических сил ни истратил, селянь в конце концов не смог исцелить юношу от недуга. Скоро жуткое поветрие перекинется на все его тело, и тогда уже ничем нельзя будет помочь. Неужели остается опустить руки и смириться? Селянь стиснул зубы: «Ответь мне. Только одно слово. Это нога. Нужна тебе или нет? Как поведет себя хворь, если отнять ногу, я тоже не могу сказать наверняка. Если готов с ней расстаться, кивни, и дело будет сделано немедленно, и если не готов, то не кивай,
и мы пока подождем». Юноша тяжело дышал, от испуга его глаза опустели, будто он был близок к потере рассудка. Он вроде бы кивнул, но в то же время и покачал головой. Тем временем лики на его ноге принялись один за другим верещать, будто бы приветствуя вновь примкнувшего к ним сотоварища, явно выражая радость. Из маленьких ртов слышался писк и тявканье, а внутри можно было разглядеть дрожащие красные язычки. Невозможно представить, что же творится сейчас внутри ноги этого юноши, в жилище для каких тварей она превратилась. Ждать больше нельзя. Селянь повернулся к лекарю: «Режьте». Но лекарь вдруг замахал руками: «Ваше Высочество, простите недостойного. Я не могу быть уверен, что все пройдет успешно, такое место. Я не осмелюсь оперировать. Что если, даже отняв конечность, мы ему не поможем?» Все же не стоит так рисковать. Отругав сам себя за то, что от нечего делать вышел с предложением и едва не нарвался на выполнение столь жуткого поручения, лекарь вспомнил, что инициатива наказуема, потому снова скрылся в толпе и больше голоса не подавал. Юноша тем временем все причитал: «Ваше Высочество, спасите! Ваше Высочество, спасите!» А у селяня в голове все опустело, тогда как в сердце непрерывно зазвучал голос, полный отчаяния: «Кто же придет спасти меня самого?» Кругом поднялся разноголосый галдеж, и что только не выкрикивали люди. Маленькие сморщенные лики внизу тоже звонко визжали. В какой-то момент селяню даже показалось, что он увидел настоящий ад. Он будто своими глазами смотрел на этот ад, и в то же время ничего не видел. Обливаясь холодным потом, принц широко раскрыл глаза, занес руку, удар клинок обрушил занесенный, кровь алая потоком пролилась.